Сердце в тибетской медицине – центр энергии и мудрости. В тибетской традиции сердце – это не только физический орган, но и вместилище сознания и жизненной энергии. Когда доктор тибетской медицины говорит о здоровье сердца, он имеет в виду не только сам орган, но и то, как мы живем, как мы дышим, как мы чувствуем и даже как мы мыслим. Меня зовут Джимба Данзанов, я доктор тибетской медицины. Сегодня мы разберем, что такое здоровье сердца с точки зрения тибетской медицины. Расскажу про 3 столпа здоровья сердца. Если вы ищете мягкий, но глубинный подход к профилактике сердечно-сосудистых проблем, то этот ролик для вас. И вы поймете, как жить так, чтобы сердце вам служило долго и надежно. Ведь ресурс нашего сердца 120 лет. Сразу я дам вам пример, что такое здоровое, молодое, с точки зрения ресурсов, сердце. Представьте себе надувной шар. Вот есть такие шарики копеечные, которыми играют дети разного цвета, которые можно самому надуть легко. Так вот, здоровое, молодое сердце – это тот шар, который можно легко надуть. По сути, сердце – это мышечный мешочек, который надувается при диастоле и сдувается при систоле. Чем лучше сердце надувается, чем лучше растягивается, тем оно моложе и ресурснее остается. И это состояние сердца можно сохранить до глубокой старости. Сейчас вы, слушая меня, наверное, думаете: доктор Джимба, какая взаимосвязь между философскими этими вопросами и с моими проблемами сердца? Да, на первый взгляд может это так показаться. Но далее я буду рассказывать про 3 столпа здоровья сердца с точки зрения тибетской медицины, где я объясню, какая взаимосвязь. Для начала я скажу один пример. Конечно, этот пример связан с моим дедушкой. Он в лет 50 перенес инфаркт миокарда. Но этот инфаркт был результатом того, что в китайской тюрьме он сильно переохладился. После этого снижен был иммунитет, он переболел ревматоидным артритом, это аутоиммунное заболевание, результатом которого было поражение сердца. И результатом воспалительного поражения сердца как произошел инфаркт. И вот он 50 лет перенес инфаркт и прожил до 95 лет, не выпив ни одной таблетки для сосудов, для сердца. И он всегда говорил, что я свое сердце восстановил именно практикой, которой говорится в тибетской медицине. И он мне всегда говорил: если хочешь иметь здоровое сердце, а с сердцем это возможно сохранить вот эту диастолическую функцию здоровья сердца до 90 лет, до 100 лет. Но для этого нужно работать. Но ни в коем случае я не призываю вас отменять все препараты, лекарственные особенно, которые вы принимаете, которые вам назначили врачи. Принимая эти препараты и с разрешения своего лечащего доктора, вы можете начать включать те практики, которые я буду рассказывать в этом ролике. Это очень важный момент. Итак, 3 столпа здоровья сердца с точки зрения тибетской медицины. Первый столб – это дыхание. Как я уже говорил, пока мы дышим, наше сердце бьется. И пока бьется наше сердце, мы дышим. И держатель дыхания или держатель жизни, ветер основной, который в организме человека рассматривается с точки зрения тибетской медицины, локализуется в сердце. И от этого ветра, главного ветра, зависит наша жизнь. И поэтому наше дыхание напрямую влияет на здоровье сердца. Вы удивитесь, но много людей не умеют дышать. Даже я бы сказал, большинство людей. И тем более неправильно дышит при выполнении физической активности. Возьмем средний пульс здорового человека должен быть от 60 до 78 ударов в минуту. А дыхательных актов должно быть от 16 до 20. При физиологической работе нашего организма дыхание наше синхронизировано с сердцебиением. И вот эту синхронность мы со временем теряем. Почему у младенцев сердцебиение от 120 до 150, и также у них дыхательных актов от 40 до 45 бывает. Потому что это физиологически синхронизировано. Если вы малышей посмотрите, как они дышат,
как животик, они в основном животом дышат. У них будет живот так быстро двигаться, при этом поставите ручку на грудную клетку, вы услышите, как синхронно у него живот и сердцебиение будут работать. При физиологической норме примерно 1 к 4. То есть 2 удара на вдох, 2 удара на выдох. То есть правильное дыхание – это дыхание в ритм биения сердца. Вот я много бегаю и хожу в походы и так далее. Да? У меня есть секрет, как не уставать. Особенно, когда у тебя тяжелый рюкзак и нужно тебе совершать вертикальный подъем. И как так сделать, чтобы сердце твое не разогналось сразу, как только ты начал. Вот именно применяю эту практику дыхания в унисон сердцебиению. Если я так дышу глубоко и осознанно, у меня сердцебиение, конечно, с усталостью начинает разгоняться, но и разгоняется количество дыхательных актов. Но при этом мое сердце, мои мышцы не испытывают недостаток кислорода. Я нахожусь в аэробной зоне настолько долго, насколько мне это нужно. Доктор, а как научиться дышать в такт в сердце? Ну, я сразу скажу, что этому можно научиться, да? Но нужно практиковать. Вот как люди учатся на скейте кататься, например. Они же учатся, падают, учатся, встают и так далее. Да? Чему-либо мы же учимся. Вот точно так же. Для начала можно просто вот определить вообще количество ударов в минуту. Каждый человек для себя. Да? Для этого может он поставить секундомер сюда, поставить 2 пальца на пульс, послушать пульс минуту, сколько ударов, и он определит. Потом спокойно расслабиться и по секундомеру дыхание свое померить, да, сколько дышит он. И потом поставить на пульс пальцы, уже без секундомера. Тут нужна концентрация внимания на дыхании. И дышать в унисон сердцебиению. Дышим, вдох, делаем 2 удара примерно. Выдох, делаем 2 удара примерно. И вот так дышим и расслабляемся в этот момент. Просто у нас внимание не на пульсе, а именно на дыхании. Потому что если на пульсе внимание направим, да, пульс у нас начнет ускоряться. Так работает у нас вообще организм. Туда, куда направишь внимание, там вегетатика начинает сбоить. А вот дыхание, если даже первое время, возможно, немножко учащаться будет, но потом это перестанет учащаться. И мы начнем чувствовать, как мы дышим. Далее, быстрая ходьба. Очень хорошо можно прочувствовать. Вот идем в такт. Тут такт дыхания, такт шага и такт сердца. Поймать очень легко. Вам сразу станет легко. Или легкий бег. Вот бежишь легко, да? И вот такт дыхания, такт пульса и такт сердцебиения. Оно синхронизируется само собой. Вы просто этот момент почувствуете. Это станет легко. Но звучит как что-то, что многие не выдержат и бросят на полпути. Всему чему-то надо же учиться, прилагать какое-то усилие, да, чтобы этому научиться. Так не бывает, что вот возьми. На самом деле я вообще заметил, люди болеют часто те, которые не обращают на себя внимания, те, которые не умеют чувствовать себя. А люди, которые обращают на себя внимание, которые чувствуют себя, они даже в питании начинают сами уже интуитивно правильно питаться и по времени и так далее. Движение, активность выбирает интуитивно. Тут же выбор. Я же не настаиваю. Да, я понимаю, научиться дышать такт сердцебиения тяжело. Я сам этому уделил много времени. В своем телеграм-канале, ссылка в описании оставлю. Я покажу дыхательную практику, с помощью которого мы можем управлять частотой сердцебиения. То есть у некоторых людей учащенное сердцебиение. Врачи, как правило, им прописывают препараты, которые урежают сердцебиение. Бета-блокаторы, например. Да? Те люди, которые еще не начали принимать препараты, можете попробовать эту дыхательную практику в течение месяца и проверять свое сердцебиение. А те люди, которые уже принимают, тоже можете делать эту практику и смотреть, как у вас сердце на это реагирует. Если ваше сердце будет сильно замедляться, то можно пойти к врачу своему лечащему и корректировать дозировку препарата. Этой дыхательной практике проще научиться, но тоже очень полезно. Второй столб – это движение.
Конечно, движение связано уже с сердцем, как с физическим органом. Ходьба, быстрая ходьба, легкий бег трусцой. Все это называется кардионагрузки. Аэробные нагрузки, которые тренируют сердце. А сердце, в свою очередь, уже тренирует сосуды. Так как сердце – это мышечный мешок, мышцы что любят у нас? Любят работу, любят двигаться, любят постоянно, чтобы его тренировали. И тогда мышцы сохраняют свою изначальную, исходную эластичность, податливость, растяжимость и силу. Как можно сделать эффективно, без никакого интенсива, тренировки, полезные для сердца? Вы можете выйти на улицу, пройти, например, один день просто в течение 30-45 минут, а то и 60, в одном темпе, в хорошем таком для себя темпе, где сердце будет биться примерно 100-110 ударов, но вы в это время можете говорить предложениями, при этом чувствовать, что чуть ускоритесь, вы начнете запинаться. Это вторая пульсовая зона называется. На этой зоне сердце тренируется. Или вы можете в другой день выйти, 15 минут пройти легко, медленно, потом 4 минуты настолько быстро, насколько вы можете пройти, даже чуть-чуть легкий бег, на бег перейти, потом 4 минуты пройти легко, потом 4 минуты опять ускориться и 4 раза по 4 минуты так сделать. Итак, это называется интервальные тренировки. Они тоже очень полезны для нашего сердца. Но прежде чем начать любые тренировки, вы должны сдать все анализы соответствующие и пройти обследование у кардиолога. Это обязательная процедура. Чем старше человек, тем это обязательнее становится. Есть много исследований, которые уже были проведены на эту тему. Исследование показывает о том, что если человек до 50 лет включительно начинает заниматься кардионагрузками, тренировать свое сердце, то у него есть все шансы сохранить диастолическую функцию сердца до глубокой старости. Вы спросите, а что делать тем, кому уже 60, 70 и больше? Возможно, у вас ресурсы сердца будут уже поменьше, но в любом случае тренировать сердце нужно начинать уже сегодня. Третий стол – это эмоциональный баланс. В тибетской медицине этому уделяется именно в отношении сердца очень большое значение. Конечно, у нас сердце – это выносливый, сильный, ресурсный орган, но зависимый от сосудов. Но есть кое-что, что может даже самое сильное сердце раздавить, сжать его до такого маленького камешка, до размера маленького камушка. Так вот, это негативные мысли, эмоции. У нас есть такое выражение, особенно про мужчин так говорят, мужчины с маленьким сердцем. Это про людей таких мелочных, трусливых, ворчливых, таких зажатых, да, закрытых. А есть выражения, которые наоборот характеризуют человека с лучшей стороны. Мужчина с большим сердцем, да, открытый, добрый, доброжелательный и так далее. И вот с точки зрения тибетской медицины, именно у людей, которые постоянно живут в тревоге, беспокойстве, постоянно боятся чего-то, сами не знают чего, постоянно живут в подозрениях, что все хотят либо обмануть, либо сделать что-то плохо. И вообще они думают, что мир – это опасное место, и где нужно все время бороться за каждый свой шаг. В таком состоянии, если человек живет, и такое психоэмоциональное его состояние очень сильно вредит его сердцу. Не только в философском плане, но и в физическом. Потому что у такого человека сердце не расправляется на всю свою мощь, а бьется, как будто вот полурасправляется и сжимается. И долго так, когда сердце работает, стенки сердца начинают терять свою эластичность. И диастолическая дисфункция начинает появляться. И становится, как я уже говорил, да, как вот шар, который жесткий, который надуть тяжело. На самом деле этот процесс имеет научное обоснование. А сейчас я вам дам очень классный, но очень простой лайфхак. Мой дедушка всегда мне говорил, если хочешь, чтобы у тебя было здоровое сердце, совершай добрые дела. Я всегда старался для себя его советы обосновать с научной точки зрения. И вот что я нашел.
Когда мы совершаем добрые дела, у нас в головном мозге активизируется септальная область. И там у нас сосредоточены нервные центры, которые отвечают за вознаграждение и поддержку. И когда активизируется септальная область, она подавляет активность миндалин, который отвечает за страх и подозрительность. Вот когда мы совершаем добрые дела, у нас раскрывается сердце.